Всем привет, с вами снова Алина, и как вы уже догадались из названия видео, сегодня снова будет ролик про моду. Мы поговорим про ту тему, о которой вы очень часто писали мне в директ. Я не знаю, почему, когда проходят такие события, вы постоянно пишете мне в директ с просьбой снять обзор на наряды. Слушаю и повинуюсь, как говорится, и поэтому сегодня мы с вами поговорим про церемонию награждения, которая прошла, буквально недавно, несколько дней назад, которая называется British Fashion Awards, и было очень много знаменитостей, наряды которых мы с вами можем обсудить, поэтому запасайтесь чаечком, кофеечком, либо водичкой, как это, например, делаю я, и давайте пообсуждаем наряды знаменитостей. И сегодня я, например, хочу обсудить с вами не просто все наряды, нет, сегодня мы обсудим самые лучшие наряды по версии критиков, то есть мы либо согласимся, либо нет, хотя почему говорю мы, здесь вещаю только я, а вы либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь с моей точки зрения. В общем, давайте не будем тянуть и побыстрее приступим к разбору. И первый, с кого я сегодня начну, это A$AP Rocky и Риhanna. Эта парочка произвела настоящий фурор, потому что на самом деле Риhanna в последние, наверное, даже не то что несколько месяцев, в последний, наверное, год, не так часто появляется на каких-то светских мероприятиях. Сразу сделаю оговорочку, что и A$AP, и Риhanna, они были в бренде Fendi, который, собственно, и имеет прямое отношение к самой Рианне. И что касается вот этих типа сплетен, очень многие говорят о том, что Рианна беременна, и, мол, поэтому на ней это платье так смотрелось. У нее есть молодой человек, который является миллиардером из Саудовской Аравии. Это, в общем, такая тема не для моего канала, можете загуглить и почитать это. Но в любом случае я как-то сильно не заметила, что в этом платье ее живот выглядит очень округлившимся. Мне кажется, что это особенность фасона. Мне очень нравится этот ее образ. Образ A$AP, обсуждать, я думаю, не особо будет вам интересно в рамках того, о чем мы с вами говорим. Но вот это вот мятное платье с накидкой и с очень красивыми атласными туфельками мне безумно нравится. Я неравнодушна к Рианне в том смысле, что мне очень импонирует ее особенность. Любой наряд, вот даже самый неудачный, носить идеально. Я не знаю, как она это делает, наверное, это то самое слово энергетика, но мне этот наряд нравится. Я считаю его удачным, не самым лучшим однозначно в карьере Рианны, но мне кажется, что смотрится свежо. Во всяком случае, не банально. Все-таки модная премия посвящена, простите за тавтологию, моде, и, соответственно, на таком мероприятии можно выбрать что-то чуть-чуть более экстра, чем обычный классический образ. Далее у нас в этой подборке Элли Голдинг, она выбрала для себя бренд Хлоя, и я считаю, что это образ однозначно удачный. Вот, то есть, знаете, можно сразу делать какую-то легкую оценку. А мне нравится, что его хочется рассматривать. Я вообще фанат рассматривать образы, рассматривать какие-то детали, и здесь есть к чему присмотреться. Единственное, что мне кажется, сюда пошла бы чуть более гладкая укладка. Я понимаю, почему дизайнеры подняли волосы, это однозначно оправданно, это хорошо, но мне не совсем нравится решение, что здесь пучок наверху. Я бы, наверное, сделала какой-нибудь просто очень гладкий хвост назад, и смотрелось бы чуть более закончено, но это вкусовщина. Мне кажется, что образ удачный, и нравится, что обувь она тоже выбрала такую довольно грубую, которая вот здорово комбинируется с верхней частью ее образа. Ирина Шейк тоже не прошла стороной эту церемонию, и выбрала она для себя платье от модного дома Burberry. Она очень тесно сотрудничает с этим модным домом, как вы уже могли заметить по последним ее образам. И мне кажется, что по меркам Иры это платье довольно скучное, то есть оно и не экстра, просто такое базовое платье. Наверное, мне не хватило чего-то более активного, либо более активного макияжа, либо каких-то контрастных босоножек. Не знаю, вот, может быть, Ира меня уже так избаловала своими какими-то супер образами, что на этой церемонии она хотела, наверное, отдохнуть. Ну, не то, чтобы она меня избаловала, она избаловала любителей ее нарядов. То, что она потрясающе красивая женщина, я не могу отрицать. Мне Ира очень нравится, но мне бы хотелось, наверное, именно в сочетании с таким неактивным платьем, чуть более яркого макияжа. Вот прям хочется, либо хотя бы какие-то серьги. Далее в подборке идет Николь Шерзингер. И да, Pussycat Dolls, по-моему, объявили о том, что они будут даже давать какой-то концертный тур. То есть они воссоединились, и я была большой фанаткой The Pussycat Dolls. Напишите в комментариях, кто тоже из того времени, когда они были супер популярны, и когда вы все пытались
я в том числе, повторить танец из клипа Buttons, но моей растяжки хватало разве что на то, чтобы просто вот так вот сделать руками. Максимум, на что мое тело способно было в том возрасте. Но сейчас мы обсуждаем не группу Pussycat Dolls, а саму Николь Шерзингер. Она очень красивая. Мне кажется, что она вообще не изменилась с тех времен, вот, когда я ее впервые увидела в музыкальном клипе на MTV. И выбрала она для себя такое вот, видите, черное платье. Вообще, кстати, вот я тут немножко перескакиваю с темы на тему, я заметила, что на всей этой церемонии было несколько трендов, то есть такие микротенденции, которые были свойственны гостям. Во-первых, это, конечно, черный цвет, его было очень много. Это золото. Золото тоже активно присутствовало во многих нарядах. И, наверное, все-таки пайетки. Пайеток было много. И Николь соединила в себе здесь тренд на черный цвет и на... Ну, здесь нет пайеток, здесь стеклярус, но мне кажется, что платье очень сложное в том плане, что его хочется рассматривать. Здесь очень много элементов, то есть ты действительно смотришь и хочешь его рассмотреть, и вот обожаю такие наряды, поэтому здесь я не объективна, как и все, что происходит на моем канале, и мне Николь очень нравится. Но у меня есть к чему докопаться, это ее серьги. Мне вот кажется, что они абсолютно не подходят под этот наряд. То есть, да, здесь предусматривается что-то длинное, но платье настолько активное и настолько перегружено деталями, что такие серьги не нужно было выбирать. Мне кажется, даже без них смотрелось бы гораздо лучше. Ну и я не фанат серых теней на оттенке кожи, как у Николь, то есть на загорелой коже. Мне не очень нравится, как смотрятся серые тени. Именно в таком исполнении мне кажется, что это немножко устаревший вариант, но это, знаете, из серии лишь бы придраться. Так, образ, конечно, очень крутой. Еще, кстати, многие из вас мне скидывали образ от Шейлин Вудли, и некоторые даже скидывали мне в директ фотографию вот так вот немножко сбоку, когда она идет, и там сразу было узнаваемо, что это образ от Монклер, потому что ее платье выглядело как огромный пуховик, то есть как платье, которое сделано из пуховика. И говорить о том, что это катастрофа, это ужасный наряд, очень многие из вас, кстати, написали мне так в директ, я бы не могла. Вот тут, наверное, мы с вами не сойдемся, потому что, да, эта церемония не Мэтт-гала, но эта церемония в том числе и не Каннский кинофестиваль, где, ну, вот, знаете, выбирают такие более классические наряды. Нет, здесь, возможно, экстра, то, о чем я всегда говорю на подобного рода мероприятиях, потому что это премия, которая связана с модой, и, соответственно, здесь можно самовыражаться, в том числе и через свою одежду, это логично. И мне нравится этот образ Шейлин, мне нравится это ее платье, единственное, мне кажется, в нем было безумно жарко. Я вот даже тут сижу перед своими осветительными приборами, и мне кажется, что я бы просто вспотела от одной мысли, что мне нужно надеть такое платье, но смотрится эффектно. Ну вот согласитесь, вы смотрите на эту фотографию и можете сказать, что это смотрится эффектно, интересно, но как-то не пошло. То есть, знаете, есть очень многие известные модные дома, которые делают одежду, ну, пытаются делать что-то экстравагантное, но получается это пошло. Не будем называть с вами никакие бренды, я думаю, все и так догадались, про какой бренд я сейчас говорю. Мне кажется, что это интересно и очень уместно в рамках мероприятия, о котором мы с вами говорим, потому что это забывать не нужно. Если мы рассматриваем наряды, я в том числе всегда стараюсь учитывать, уместны ли они в той атмосфере, в которой, собственно, звезды их представляют. Эмилия Кларк, кстати, напомнила мне про еще один такой небольшой микротренд. Это тренд на неон. То есть я однозначно по цветопередаче этой фотографии не могу сказать, то ли это очень насыщенный желтый, то ли это желтый ближе к неону. Скорее второй вариант, желтый ближе к неону, и несколько знаменитостей тоже выберут элементы гардероба, элементы своего образа, простите, в этих оттенках. Я Эмилию очень люблю, она мне нравится. Сегодня буквально смотрела ее очень милое интервью, где она рассуждала на тему того, что является романтичным, что нет. И мне кажется, что это такая, знаете, у меня популярная фраза, что вот у нее бывали образы получше, то есть этой серии, что ну не совсем, как бы это так и плохо, но в то же время не дотягивает для того, чтобы вообще включать это в подборку каких-то интересных ее образов. Несомненно, она очень выделяется на красной ковровой дорожке в таком наряде, но мне вот эта накидка напоминает, у меня, кстати, было платье, точнее юбка от этого наряда, я даже выкладывала в Инстаграм эту фотографию, в которой очень-очень похожий подол, то есть пришиты вот такие вот то ли перья, то ли кусочки ткани. И я сейчас смотрю на эту накидку и вспоминаю свой наряд. Ну, назвать это чем-то эффектным я не могу, хотя, опять же, Эмилия мне нравится. Ну,
вот наряд, который мне, наверное, даже не супер интересно обсуждать, если бы не его цвет. Рита Ора тоже входит в подборку самых лучших образов этой церемонии. Я, наверное, не буду сильно спорить с критиками, но мне кажется, что это не то, что не самый неудачный образ Риты, вообще, в принципе, наряд, который ее не украшает, но постоянные подписчики моего канала знают, что у нас с вами есть две категории. Если наряд А не украшает, то он Б хотя бы должен быть прикольным, интересным и запоминающимся. Поэтому, так как наряд не соответствует пункту А, то здесь он соответствует пункту Б. И помимо этого еще и интересный макияж, хотя абсолютно непонятно, почему он выполнен именно в такой гамме, почему нельзя было завершить эту монохромную тематику, сделать также там черно-белые стрелки, например. Но вот психоделический Донателло Версачи я вообще очень давно не могу воспринимать адекватно. Мне нравится то, что она делает. Далеко не все вещи бренда Versace мне кажутся адекватными. Не поймите меня неправильно, там есть вещи прям вот супер пошлые, есть очень элегантные, женственные, но вот то, как смотрится этот наряд в целом с образом Донателлы, я даже не буду говорить про красную нить на красной ковровой дорожке. Ну, то есть это, вот, знаете, она может себе позволить. Вот Донателла может себе позволить красную нить, ходить с ней на красную ковровую дорожку, но в целом образ абсолютно не гармоничный. Я не знаю, как он вообще оказался в подборке самых лучших образов. Наверное, просто потому, что это Донателла, и критики хотели как бы так доброе слово Донателле. Но, наверное, платье все-таки красивое, да, вот необычный лиф. Но вот мне не нравится образ. Вот хоть убейте, я не могу воспринимать наряд в отрыве от образа. Также на церемонии была Кейт Бланшетт и Джорджо Армани, соответственно, 100%, что Кейт Бланшетт была в образе от Армани. И в этом платье, мне кажется, чуть-чуть не хватает длины. То есть, возможно, Кейт нужно было выбрать либо обувь на каблуке пониже, потому что вот не хватает длины. Я, как высокий человек, это всегда очень хорошо вижу, когда длины не хватает. И здесь очень хороший оттенок, комплементарный абсолютно к внешности Кейт. Насчет укладки я бы, наверное, поспорила, я бы выбрала, наверное, чуть-чуть другую. И оттенок платья, как я сказала, он комплементарный к внешности Кейт, но мне кажется, что он не подходит к оттенку ее волос. И за счет вот этого еще и зеленого фона получается, что ее волосы выглядят практически зелеными, и в том числе в этом виноват и оттенок платья. Неплохо, но вот как-то даже скучно. Наоми Уотс выбрала платье от Burberry, и, как я понимаю, это бархат, черный бархат. И к бархату, я знаю, на моем канале очень многих неоднозначные отношения. Многие считают, что, ой, какой-то некрасивый материал, вот он там старит, ухудшает как-то внешность девушки. Но нет, вот посмотрите, Наоми выбирает для себя черное бархатное платье и выглядит прекрасно. Мне очень нравится эта актриса в этом образе, мне кажется, это ее, и она мне чем-то напоминает такой старый Голливуд, вообще ее внешность мне напоминает старую, то есть не старую, а актрису старого голливудского кино. Вот эта красная классическая помада, вот этот классический макияж, стрелочки, платье, вот напоминающее статуэтку. Очень хорошо, если мы говорим о том, что это привет к ретро. Еще искренне не понимаю, почему в этом списке оказалась Алисия Сильверстоун. То есть, да, если оценивать только наряд, можно сказать, что он интересный, фактурный, его хочется рассматривать, вот эти слои, но мне кажется, что весь образ очень неудачный. Такое ощущение, что вот она прям вот с примерочной вышла, она мерила это платье и вот в таком виде пошла на красную ковровую дорожку. Мне не хватает какой-то законченности, либо в макияже, который делает ее лицо, знаете, прям взгляд тяжелым. Алисия всегда, в моем понимании, была такая легкая, то есть ты на нее смотришь, и прям ощущение легкости, и здесь абсолютно некрасиво смотрятся ее волосы, их можно было собрать, поднять, опять же, сделать акцент на губы, а так, получается, она просто теряется, мы видим только платье и вот ее голову, которая абсолютно с ним не сочетается, так что не могу согласиться с тем, что этот наряд один из лучших. А вот модель Adat Akech, и эта модель из Судана, в том году она вообще была признана моделью года по версии портала Models.com, и в этом году она, кстати, тоже, да, по-моему, премию взяла на этой церемонии, но ее наряд
Это просто бомба. И этот наряд, ее образ был заголовком на очень многих статьях, которые касались как раз-таки этой церемонии, потому что, ну, я очень неравнодушна, когда темнокожие девушки выбирают такой насыщенный изумрудный оттенок. Мне кажется, что это просто лучшее сочетание, шикарно смотрится. И несмотря на то, что вот с одной стороны, да, этот сомнительный элемент, который вот середину ее торса может делать очень широким, из-за того, что она высокая и худая, это все смотрится очень гармонично. Мне нравятся эти серьги, мне нравится ее макияж, потому что он там подчеркивает и красиво отражает свет. Вот здесь все прекрасно, так что однозначно могу сказать, что это один из самых интересных нарядов и да, вообще эффектных образов этой премии. Звездный визажист и основательница мейкап-бренда Шарлотт Тилбери тоже выбирает для себя бархат. Она поддерживает эту тенденцию вместе с Наоми Уотс, если я правильно понимаю, что это бархат. Знаете, я не могу придраться к этому образу, кроме того, что это, знаете, это и не ретро, вот как в случае с Наоми, то есть у нас нет ассоциации со старым Голливудом, но это и не модно. То есть здесь это просто устаревший образ, но Шарлотт идет, и прекрасно она смотрится. Мне, знаете, это даже чем-то почему-то напоминает фильм «Смерть ей к лицу». Не знаю, я очень люблю этот фильм, и это хорошая ассоциация. Но в целом образ реально устаревшим. Такая вот подача платья, она именно не актуальна. Джулия Робертс. Джулия Робертс сразу в голове, да, мелодия из фильма «Красотка», неувядающий просто фильм, неувядающая Джулия. И я никогда не была фанатом Джулии в плане ее актерских способностей. Там Эрин Брокович мне нравится, конечно, фильм, там «Мачеха» мне с ней нравится, «Красотка» не фанат, но фильм все-таки классика. И образ ее, я могу сказать, что мне очень нравится на этой церемонии. Она уже давно не та рыжая Джулия из фильма «Красотка» с Ричардом Гиром. Собственно, она является блондинкой. И мне, при прочих равных условиях, раньше бы, еще буквально год назад, мне не понравилось бы это решение с акцентными сережками. Мне бы вот, если ты пришла в классике, то будь добра и соблюдай классику. Слава богу, у меня в голове стереотипы меняются, и мне кажется, что вот эта вот сережка очень клевая, ее освежает и делает образ чуть-чуть полегче. Так он такой, знаете, очень классический, но экстра, потому что, очень красиво. Мне действительно хочется даже примерить на себя этот ее наряд. Единственное, это платье или комбинезон. Да, мне кажется, это комбинезон, нет? Надо будет найти другие фотографии. Но в любом случае смотрится потрясающе. Наряд, в который я просто влюбилась, и это мой личный номер один, и я дожала его буквально до конца этого ролика. Наряд, который выбрала для себя Эльза Хоск, супермодель. Я просто, в восторге. Это очень красиво, и это вот искусство. То есть, как в этом образе все продумано, как идеально от укладки, макияжа, платья, того не знаю, это очень красиво, то есть это не совсем платье, это получается топ и юбка. Я не говорю о том, что я просто загипнотизирована ее прессом и животом. Потрясающе, это очень красиво, и все так здорово сочетается между собой, что однозначно это образ в тройке лучших за эту церемонию, и однозначно один из самых интересных образов, наверное, за весь год. Кстати, интересно вам или нет, чтобы я сделала такую подборку самых лучших образов за весь 2019 год. Мы с вами много чего обсуждали, может быть, сделать какой-то хит-парад самых лучших образов, может быть, самых худших. Может быть, даже подборку каких-то экстравагантных и странных образов. То есть все свои идеи вы, кстати, можете накидывать в комментариях, но я в восторге от этого образа Эльзы. Лаконично, ни одной, лишние детали, никаких украшений тебе на руках, никаких огромных сережек. Все супер сдержано, акцент на ее фигуре, акцент на вот этом потрясающем оттенке кожи, тут правильные хайлайтеры на теле и очень красивый макияж. И даже я не фанат таких укладок, но это смотрится так органично и здорово, что лучше не придумаешь, просто браво стилисту, я аплодирую стоя. Далее у нас тут Наоми Кэмпбелл, и она выбирает для себя наряд от McQueen. Да, такое платье красивое, нарядное, эффектное, для красной ковровой дорожки, она вся в брюликах, в общем, такая у нас классическая, эффектная Наоми, но я вы знаете, у меня нет каких-то стереотипов про возраст, про еще что-то, но мне кажется, что Наоми нужно как-то пересмотреть эти ее парики, этот длинный и чуть подзавивающийся спанельный парик. То есть это без обид, я так называю такие парики не потому, что хочу кого-то оскорбить, они действительно такую волну напоминают, как у спаниельки. Очень люблю этих собак, кстати. Если она хочет носить такую русалочью длину, опять же, ее право, но
лучше бы смотрелось, если бы это были гладкие волосы, если бы не было вот этой волны, смотрелось бы гораздо дороже, в том плане, что смотрелось бы это вот изысканнее. Давайте будем употреблять именно такой термин. То есть к платью у меня претензий нет, очень красиво смотрится на Наоми, она в прекрасной форме и телом, и лицом. Ну вот волосы здесь очень сильно подкачали, наверное, все-таки... Во-первых, длина покороче смотрелась бы лучше, и, во-вторых, все-таки, если бы это были гладкие волосы, было бы лучше. Из британских супермоделей, конечно же, была Рози Хантингтон-Уайтли. Выбрала она для себя тот самый тренд, о котором я говорила, золото. У нее золото и в клатче, и в платье. И да, у нее очень красивый макияж, как обычно, абсолютно в ее стиле. Вот эти гладкие, убранные волосы, это тоже ее фишка последних всех буквально мероприятий. Но мне не совсем нравится это платье. И его спасает здесь именно только Рози. То есть она спасает это платье, у меня даже нет других слов, потому что если мы объективно его оценим, то крой у него не самый удачный. И я не могу понять, вот эта полоска посередине, это стык ткани или что это, но мне кажется, что платье выглядит чуть-чуть сырым. То есть это мое мнение как обывателя, человека, который вот первый раз смотрит на это платье и видит его. Я вижу, вау, Рози очень красивая, ей это платье очень идет, но идет оно ей только по одной простой причине, потому что, ну, ей, в принципе, что на нее не надень, все на ней будет смотреться хорошо, органично, у нее правильные пропорции, но платье все-таки мне не кажется достойным попадания там в топ. Образ, да, платья нет. Из супермоделей была еще Барбара Пелвин, тоже иллюстрирует тренд на черные наряды. Мне кажется, немножко скучновато, и я не особенно люблю такие рукава. Мне кажется, что вот они очень простят это платье. Если бы этих рукавов не было, то платье смотрелось бы более элегантно. Да, оно смотрелось бы проще, но проще в том смысле, что оно было бы лаконичнее. Но простят его именно эти рукава. Вот непонятная длина. То есть, знаете, эта длина рукавов, она мало кому идет. Мне кажется, вот если еще короче бы они были, это было бы вообще катастрофа. Такие вот рукава, они вот добавляют бицуху. Знаете, даже если девушка не занимается спортом, у нее тоненькие ручки, рука в этом месте становится гораздо шире, и это не всегда идет визуально на пользу. То есть неплохо, но тоже, знаете, не из категории лучших образов. Еще я не понимаю, почему не подписали Лили Джеймс. Всех знаменитостей подписали, а Лили Джеймс почему-то проигнорировали, и она была главным подарком этой церемонии, но в прямом смысле, буквально, потому что она выглядела как подарочная обертка. Такое ощущение, что вот салфетку обернули, вот знаете, вот в эти держатели для салфеток в виде бантика подарочный новогодний. Это неплохо, это не какая-то сейчас насмешка, это тоже имеет место быть, тоже она имеет на это право. Мне кажется, что ей сейчас стараются наряды подбирать чуточку интереснее, чем раньше. Раньше у нее, такие прям максимально сдержанные образы были, а сейчас немножко повышают градус ее стилисты. Мне нравится ее стрижка, макияж, все очень хорошо, но такое ощущение, что есть такой дисбаланс между ее головой и ее платьем. То есть под это платье я как будто бы представляю немножко другой макияж и немножко другую укладку, то есть не обязательно там поднятые волосы, но хотя бы, наверное, вот такие гладкие, прямые, вот там в стиле, как, например, было у Николь Шерзингер. Я вообще очень скептически, да, отношусь к огромным бантикам таким, вот мне лично это не кажется очень эстетичным и красивым. Это, с одной стороны, либо как-то по-детски всегда смотрится, в плохом смысле, либо, вот прям не совсем уместно. Здесь, в принципе, мне взгляд ничего не режет, но вот просто такой наряд из серии забавный. Я надеюсь, что вам понравилось это мое видео, где я тут немножко порассуждала про наряды. Опять же, это все вкусовщина, все такие мои ролики. Это явно не объективное мнение. То есть, если вы хотите получить объективное мнение, то вы его нигде не получите, потому что его не может быть. Мы с вами обсуждаем наряды, а это всегда вкусовщина. Да, мы можем сказать, это режет пропорции, это не режет пропорции, но в целом все остальное это вкусовщина, и поэтому вы приходите сюда ради моей вкусовщины, ради какого-то моего мнения, потому что, в принципе, нет ничего плохого в том, чтобы просто порассуждать на тему нарядов знаменитостей. Я не, как говорится, знаете, засаживаю звезд и говорю, вот какая хрень, как работают их стилисты. Нет, это просто для какого-то понимания того, как думает другой человек, как думает человек, который очень много потребляет всего в сфере моды. Я очень люблю открывать для себя какие-то новые
новые грани моды, то есть то, что раньше мне казалось абсолютно некрасивым, сейчас мне кажется даже интересным и, возможно, достойным экспериментов. То есть это очень классно, что мы все меняемся, и поэтому, наверное, в этом смысл таких роликов. Не знаю, к чему я это сейчас сказала. В общем, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, а то вы пропустите мои следующие видео. Я сейчас очень активно работаю над своим контентом, надеюсь вас радовать. И подписывайтесь обязательно на мой инстаграм. В инстаграме много всего классного, и мы там с вами можем быть на связи. Я там чуть более активна, чем на ютубе, потому что вот на ютубе меня там неделю не было, даже больше, нет, где-то неделю. И если вы хотите быть со мной на связи, то переходите в мой инстаграм, там у меня сторис, там у меня посты, там вы задаете вопросы в комментариях, я провожу периодически вопрос-ответ, поэтому подписывайтесь во всех социальных сетях, которые есть на меня. У меня есть еще есть группа ВКонтакте, кстати. Кто до сих пор не в моей группе ВКонтакте, исправляйте это. Все ссылки я оставляю в описании. Ну а с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Пока! Кстати, если вы смотрите эту сцену после титров, то по-любому многие не досматривают до этой сцены. В общем, напишите в комментариях, в каком наряде вы бы пошли на такую церемонию. То есть на церемонию, где награждают людей, связанных с миром моды. Вот, что бы вы надели?